Значит, тебе, Мисаки, не удалось убить Никитадзи твоим любимым смертоносным поцелуем лисицы. Какой-то пацаненок вмешался. Скорее всего, это кореш Никитадзи. Даже говорить не хочу, каким способом он мне помешал. И уже после я ушла от Никитадзи и встретила его жену, которая за него надавала мне по морде. Поверь, моя сискастая подруга, даже так бы ты не смогла убить Никитадзи, он не идиот. Да и поле смерти, название которого для него уже не кажется таким уж уместным. Потому что он является самым мощным и сильнейшим сэмпаем, как в его клане Шукарифу, так и в самой деревне Сюрабухарадо, можно сказать, самым опорным. А это в любом случае помешает дальнейшим планам моего клана, клана Фурида, вновь напасть на эту сраную деревню. В принципе, логично. Нужно сначала убить Аками Никитадзи, а уж потом мы доберемся до целого Славгорода, и тогда нам уж точно никто не будет помеха. Так что я все предусмотрел. Я учел слабое место Некита, пускай и единственное, но все же, он не видит врага в темноте. И тут нужна другая боевая обстановка, где достаточно темно и достаточно трое врагов, которых будет предостаточно, как и самих 15 секунд, чтобы убить Никитадзи. А где ж его застать? А это не твоя забота. Ты узнаешь об этом, когда будет нужно. И еще, стой, Мисаки сама. Но ты хотя Генриха Кайзера убила? Хах, да? Но пока что никто не знает. Молодец. Слушай, Мисаки, может, мы с тобой будем у меня прямо здесь? Слушай, Наришка, я еще после сегодняшнего случая, что произошел со мной, не перестроилась. Так что давай не сегодня. И вообще даже не завтра. Мисаки. Мне, конечно, не до конца понятно, что это за пацаненок, да еще и кореш Никиты вмешался, но, видимо, он достаточно хитер и смекалист. Хотелось бы узнать о нем поближе, кто же он такой за пацаненок. Никита Удзи. Скоро ты окажешься в моих кровавых руках. Мессиво не жалуют чудес. Уже проходит 5-й день расследования убийства Генриха Кайзера, а убийца так и не был найден. Видимо, он был достаточно сообразительный, ведь на его пистолете Теты не обнаружено даже отпечатков пальцев. Скорее всего, убийца был в перчатках. Но есть мнение, что убийству могла быть причастна бандитская фирма Траст и ее бывший главарь, ныне вождь Славгорода Акихиро Гильмель. Хотя, отпечаток все же есть. Он от чьих-то губ, а значит, убийцей явно могла быть женщина. Вот, Мисаки Кицуне, возраст 20 лет, работает в фирме Траст, не замужем. Девушка обладает так называемым поцелуем лисицы, впоследствии которого жертва погибает. Процесс такого приема так и не был изучен. Думаешь, это она? Мисаки. Девушка хитрая. Только она обладает таким убийственным и хитрым приемом. Благодаря этому
Мисаки были убиты почти все директора предприятий Сёробухарода, которые впоследствии стали активами бандитской фирмы Траст. Получается, Мисаки работает только на фирму Траст. Выходит, что так. Кстати, Мисаки помимо Траста работает также и на террориста Нари Фурида и его клана. Возможно, и они могут быть причастны к убийству. Подозреваемых уже много стало. Узел затуговался. Все оказывается слишком сложнее, чем должно казаться. Но и оставлять это дело незакрытым никак нельзя. Главное найти убийцу и отодрать по первое число, чтобы неповадно было. Так точно! Все сложнее, чем кажется. 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 スラブゴロド村 Белка, Санек, оставьте меня рядом с Сарой. Я ей сейчас там нужен. Она может родить сейчас в любой момент. Хорошо, за Тохой мы сами присмотрим. Санек? Ваник! Здорово. Кто-нибудь сможет мне объяснить, что тут происходило? Это уже не важно, Ванаки-кума. Я и сам недопонял, в чем дело, и почему Сара, да еще и беременная, оказалась на окраине деревни. Для меня это тоже загадка. Может, опять токсикоз, я не знаю. Сейчас должна родить. Тоха Чан вроде как пришел в себя, был же он до этого без сознания. Поперся же, идиот, на поле смерти, из-за своей же девки. И вот чуть было не полег. Никитадзи Шукарифу, у вашей Сары начались роды. Нужно ваше отцовское присутствие. Хорошо, иду. Никитадзи, уже началось. Я тут, Сара. Тач. Мне, пожалуйста, суп рамен с терияки, пюрешки с котлетой, пельмешки со спайси-соусом и малинового морса. Хорошо, заказ сделан. И постарайтесь побольше, плиз. Не лопнешь, деточка. Хироюки? Привет, Рома-сан, как сам? Да помаленьку. А ты должно быть слыхал про убийство Генриха Кайзера? Кто на слуху, Роми-сан, а я на виду. И я даже на 500% уверен, что убийцей Кайзера может быть тот, кто работает в фирме Траст. Да, многое объясняет, причем если смотреть по следующим параметрам. Фирма Траст существует исключительно на всех жизнях самой деревни Славгород, не говоря уже о самой экономике и прочих связей. Как раз тех связей, благодаря которых она заполучила всю торговлю, а затем и свои группировки. Вот одна из них. Кицуне Мисаки. Ощущение знакомое и в причастности фирмы Траст в убийстве Генриха Сана, хотевшей захватить последнее предприятие в деревне, я никогда не ошибался. А Мисаки, она не из простых шалав, как может показаться на первый взгляд. Да. Вот ваш заказ. Да, спасибо. Приятного аппетита, Ромчик. Можно вас, Хироюки Пицуно? Да. Мы уже 5 дней продолжаем расследование, и у нас уже есть почти похожие с вами совпадения. Это и была та самая Мисаки, путана убийца из фирмы Траст. Мои мысли никогда меня не подводили, я ведь и до этого знал. Мы бы могли пресечь эту бандитскую фирму, но это невозможно, потому что фирма Траст стала правящей партией в Славгороде вместе с нынешним вождем деревни Акихиро Гильмелем. И власть Сёробухарода поделилась на вождевую с Акихиро Гильмелем и правительственную с единым пятикланием. Хотя по законам единого пятиклания вождем деревни может избраться только один из 5 кланов – Курикофу, Чуверина, Шукорифу, Турафимофу и Курисанасука. Но с захватом властей фирмой Траст в деревне начался беспорядок. Прорвемся, опера, и власть деревни вернется единому пятикланию.
Поздравляем, папашка. Мальчик. Сынок. Сара. Да вы же мои родные. Все живы. Как же я вас люблю. Я тебя тоже. Так, как мы назовем нашего сынулю? Никитодзи. Твое имя Никитодзи, сынок. В честь меня же, отца. Теперь это твоя территория. Поздравляю, папаша Некит. А это дубинка маленькому бандиту от дяди Сашки. Да, ты ж у нас бандит будешь. Не рановато ли ему до таких игрушек, Сана-чан? Да нормально. Сара, мне вот вообще в детстве подарили бывало пистолетик ты, хоть без пулей. Зато, сынишка твой, Никитодзи будет знать, что к чему жизнь устроена. Она же криминальная нынче стала. С новорожденным сыном тебя, Нека. О, Тоха очухался. Вот, это твоему сынишке. На вырост. Кстати, минуту внимания. Готовьтесь меня поздравить. У меня скоро Катона родит. Дочка у нас будет... Да надеюсь, супруга моему сынишке родится. Да без Б. Никита, ваще. Ну что, Никита, пора уже поднимать занавес, после которого смерть твоя будет близка. Closing in.